Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале всегда услышите искренние добрые слова поддержки. Поэтому добро пожаловать. Тема сегодняшнего расклада. Под микроскопом. Кто изучает каждый твой шаг и зачем ему твои секреты? Для начала делаю вашу сигнификацию, затем мы уже будем смотреть, кто же этот замечательный человек, да, который за вами наблюдает. Советую досмотреть это видео до конца. В конце помимо совета карт будет совет психолога. Ваша жизнь больше не ваше личное дело. Прямо сейчас кто-то внимательно изучает ваши отпечатки пальцев на всем, к чему вы прикасаетесь. Человек не пропускает ни одной вашей публикации, ни одного изменения в вашем статусе. Он анализирует ваши старые фото, сравнивает ваши слова и ищет несостыковки в ваших историях. Вы для него сложная задачка, которую он во что бы то ни стало хочет решить. Зачем, собственно, ему это все? Чтобы восхититься вами или чтобы разрушить что-то в вашей жизни. Сегодня мы сместим фокус. Теперь мы будем смотреть на него через увеличительное стекло. Давайте узнаем, кто этот человек и что он надеется найти в вашей жизни. Так, сразу ваша сигнификация. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Угу. Какая вы? Сразу мне показали болезненный опыт в семейной жизни, семья. Семья, взаимоотношения с близкими. Тут кто-то из вас столкнулся, карта предательства. Мужчина за спиной держит кинжал. Тут крики ваши, это боль от этого предательства. При этом показано это, не недавно случилось, это уже произошло какое-то время. У кого-то это может быть там первый брак, первый союз. Но для вас это было очень больно, и вы научились защищаться, закрывать себя. Может быть, уже не доверяете. По черной кошечке уже, может, той наивной, доверчивой девочки, которая делилась всем, да, была как открытая книга для мужчины. Сейчас вы превратились в кошечку, которая свои секреты держит при себе, может не настолько открыто, доверчиво, может быть даже осознанно утаиваете какую-то информацию о себе. Может быть, да, если раньше считали, мой муж, мой избранник, это самый близкий для меня родной человек, после этого болезненного какого-то разочарования, осознание этого предательства, да, то вы поменяли мнение. Вы считаете, что лучше я при себе оставлю, может быть. У кого-то это при себе там мысли, видение ситуации, да, у кого-то это при себе оставлю свою энергию, любовь, нежность, заботу, лучше на себя направлю. При этом закрываетесь, да, стараетесь все-таки быть менее, как вам сказать, стать менее уязвимой. Боитесь повторения этого болезненного какого-то уже опыта. У кого-то элементарно понимаете, что, к сожалению, вы не можете сейчас доверять своему то ли избраннику, или в принципе разучились уже доверять. У кого-то тут вопрос стоит о том, что у меня должна быть своя какая-то, подушка безопасности, финансы у меня должны быть свои, накопления какие-то. Я больше не хочу оказаться в очень трудной ситуации, да, из-за своей наивности, из-за, может быть, как доверчивости. Вот тут такое даже. Мне показано, в принципе, ваша трансформация, вы очень изменились. Карта ведьма, ведающая, женщина мудрая, обладающая тайными знаниями. Опять-таки, это увлечение эзотерикой, психологией. При этом осознанная, очень осознанная женщина, вы понимаете,
Очень многое зависит от вас. Если раньше, может быть, какое-то время там в юности делали ставку на мужчину, на семью, то сейчас больше у вас такое как бы осознанное уже отношение к себе. В первую очередь вы говорите: да, я хочу чего-то достичь, я к этому иду. Тут карта переход на новый уровень, тут конкретные уже шаги, тут мечты, но не просто там какие-то они, знаете, далекие от реальности, да, тут вот конкретно вы хотите улучшить свою жизнь. Скорее всего, уже понимаете, знаете, что вы должны для этого сделать. Вот так вот. И в принципе женщина использует вот эти вот знания, которые она получила, опять-таки эзотерика, психология. Для чего? Для того, чтобы, может, вырваться из какого-то привычного уже ритма жизни, уже каких-то ограничений. Ну, скажем так, поменять сценарий собственной жизни, естественно, хотелось бы в лучшую сторону. Хотелось бы, чтобы наконец-то этот дирижабль, да, он поднялся в небо. То есть это раскрытие потенциала, это в принципе почувствовать себя счастливой. Счастливой в первую очередь почему? Потому что вы тут приложили усилия и осуществили свою мечту. Каждого она своя. Ну вот так вот. Или делаете шаги к улучшению жизни. И при этом тут такой нюанс, это вы сами, своими руками, своими действиями, своими мозгами, талантом своим, вот как-то так, применяете их способности. Вот мне так идет, вот такая женщина. Умничка. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, смотрим. Под микроскопом. Кто изучает твой шаг и каждый твой шаг, и зачем ему твои секреты, да? Кто этот человек и как он связан с твоим настоящим или прошлым? На какую часть твоей жизни направлен его основной фокус? Деньги, любовь, твоя внешность? Это банальная женская какая-то зависть, да, интерес. Чуть не в голове. К какому косметологу вы ходите? Какие процедуры вы проходите? Это самое безобидное. Так, его выводы. Что он уже успел о тебе понять и насколько его картинка далека от реальности? Скрытая угроза. Может ли это наблюдение перерасти в открытый конфликт или вред? Перспектива этого наблюдения, да? И совет карт. Твое действие, которое заставит его потерять интерес и оставить тебя в покое. Может, вам вообще по барабану, да? Вас это улыбнуло лишний раз. Да, из той серии «Собака лает, караван идет». Так, кто этот человек? Как он связан с твоим настоящим или прошлым? На какую часть твоей жизни направлен основной фокус? На деньги, любовь или внешность? Выводы его, что он там успел уже о тебе понять и насколько картинка далека от реальности? Скрытая угроза. Может ли это наблюдение перерасти в открытый конфликт или вред? Может, наоборот. В обожание вас, поклонение, да? И совет карт. Твое действие, которое заставит его потерять к тебе интерес и оставить наконец-то тебя в покое. Так, начинаем. Первое. Лицо этого человека. Кто этот человек и как он связан с твоим настоящим или прошлым? Ага. Лицо этого человека. Ну, для начала хотелось бы, конечно... Ну, вообще мне идет женщина, честно говоря. Так. Связано с твоим настоящим, прошлым.
Вот если лишний раз спрашиваю, это женщина или мужчина, это женщина. Королева Пентакли, она мне идет замужем, ну или была замужем, ну, у многих замужем, довольно-таки меркантильная, земная, особо не витает в облаках, практичная, ну вот как-то так мне идет, основательная такая женщина. И тут еще карта якорь, эгоизм. Так, все-таки давайте, это подруга ваша. Вот опять у меня вышла характеристика подруга, тут солнышко, тут история о том, что вы могли с этой женщиной, вот второй расклад у меня, она почему-то как идет, эта женщина, не знаю, зачем она идет. Наверное, ей нужно что-то вам сказать, донести, или, вернее, совет карт, наверное, хочет, карты вам хотят что-то сказать. Ну, смотрите, это может быть подруга юности, детства, вот тут вот так вот. По карте солнышко, и тут еще опять карта павлин, радость, вот эта карта. Это говорит о том, что эта женщина, она сама по себе, она может быть как большой ребенок, она довольно-таки тут эгоистична, и по этой карте эгоистична, при этом она может настолько быть, как вам сказать, по-детски непосредственно в этом эгоизме, что на нее очень часто трудно обижаться даже. Знаете, бывают такие люди, ну, я такая, и все, да, вот, и вы уже привыкли, что это человек такой, особо на него не обижаешься, ну, такой он такой. При этом, если бы вы, допустим, с этой женщиной познакомились, начали общаться в более зрелом уже, допустим, возрасте, вы, скорее всего, там держали ее на расстоянии или уже точно не дружили бы с ней, не доверяли свои какие-то тайны. А так как мне идет все-таки это как, может быть, юность, детство, вот почему-то она мне пришла, это второй расклад, девочки, она мне приходит, то она о вас многое знает, вы о ней многое знаете. Тут как будто бы и вот на правах этого вот друга, так называемого, который о вас много знает, она может тут появляться в вашей жизни. При этом беспардонно как-то. Материалка имеет огромное значение для нее, стабильность важнее сердечных дел. Тем более сердце разбито уже давным-давно. И отчасти она выбрала стабильность. Знаете, для нее очень важно, тут карта, первая карта муза, тут павлин, очень важно напитываться, подпитываться этой энергией, получать восхищение, одобрение. Вот подпитку она эту получает, но она сама может быть лучезарной по солнышку, тут улыбчивая, как вам сказать. У нее очень много может быть друзей, не знаю, но вот знакомых. Ей легко знакомство, очень, как вам, заводить знакомство, да. Так как она привлекательна, она харизматична, она может создать иллюзию того, что у нее всегда хорошее настроение. Но это обман. Тут на самом деле разбитое сердце. Человек умеет камуфлировать свои какие-то эмоции. Может показывать свою ресурсность. Да, вот и многие на это клюют, да, ведутся. Насколько она на длительное время способна вот проявлять себя как друг, очень сомневаюсь, потому что тут вот как маленький ребенок, с одной стороны. В моменте она может быть в компаниях, как выглядеть выигрышно, в каком плане, это там уж не знаю, анекдоты рассказывать, находить подход к любому человеку. Но она тут особо не терпит конкуренции, ей очень важно блистать, вот такая вот она яркая. При этом в долгую, ну тут эгоизм, вы рано или поздно, очень, для многих очень быстро вы столкнетесь с этим эгоизмом. Человек ставит себя на первое место, а вы как-то так уже можете использоваться, можете пропадать, да, вот когда есть у вас необходимость, она появляется, потом, а когда вы в ней нуждаетесь, она может вообще исчезать и как будто бы и нет вас на свете, вот так вот как-то. Потребитель. Потребитель при этом с каким-то таким, может, детским эгоизмом, повторюсь, с улыбкой какой-то такое поведение
такое, оно обескураживает, и даже нормально на это не можешь реагировать. То есть думаешь, ты что с нее взять, но она такая. При этом, когда ей нужно, она может появляться в вашей жизни вообще беспардонно. Да, на пороге появляться. Так, вот мне так вот прошлое. Это человек из прошлого больше. На какую часть твоей жизни направлен его основной фокус? Деньги, любовь или твоя внешность? Ну, у нее проблемы в личной жизни. Ее в первую очередь интересует вот ваша жизнь. Ага. Так. И сплетни о вас постоянно. Тут она пытается собирать о вас сплетни, передает сплетни, наблюдает за вами. Это правда. То есть этот человек действительно следит за вами. Может, через ваших каких-то общих подруг, знакомых, соцсети. Наблюдение постоянно идет, наблюдение. И ей очень интересно, что в вашей жизни происходит. Тут карта развал и марионетка. Скорее всего, когда вы будете в каком-то нересурсном состоянии, в вашей жизни будут проблемы, она появится, может появиться не для того, чтобы помочь вам, а, ну, как, даже не то, что там позлорадствовать, а просто насладиться, подпитаться вот этой вашей какой-то энергией развала. Может быть, в этот момент она будет считать, что вы уязвимы. Тут попытаются вами как марионеткой проманипулировать. Но опять-таки, тут больше... Так, тут больше всего ее интересует ваша личная жизнь. Интересуют опять какие-то сплетни о вас, новости о вас. Ей интересно, как вы можете противостоять каким-то тут в вашей жизни, если какие-то происходят не очень такие хорошие вещи, допустим, ну не знаю, карта развал, что-то может быть идет не по вашему плану, да, что-то у кого-то, допустим, проблемы со здоровьем, вашим, там, близкие, вот тут как-то так вот. Просто ей интересно, как вы этому всему противостоите. Вот почему-то ей вот это вот интересно, даже не знаю почему. Тут еще такой нюанс, знаете, а каждый же по себе судит, да? Тут почему-то ей интересно ваше проявление. Карта мораль — это открытые ладони, свет. Как будто бы она ищет какие-то подтверждения тому, что вы, может быть, не особо искренне, может быть, того, что вы вот в социуме как себя транслируете, да, ей кажется, вот тут добрый, светлый человек, вот, ей кажется, что за этим стоит, это ваша маска, ей очень интересно как-то найти противоречие в этом, то есть найти подтверждение того, что вы, ну, может быть, как хамелеон, да, надеваете эту маску. Вот интересно, где вы проколетесь, где вы покажете себя другой. Тут не знаю, почему ей это интересно, не понимаю. У кого-то это, знаете, может быть, считывается даже изначально, если она вас знает, она, может быть, понимала, что вот она не такая, как вы, вот в этом вот различие, где-то это ее задевало, ваше, может быть, вот такое отношение к миру, к людям. И поэтому ей важно где-то увидеть, для себя найти подтверждение, что вы прикидываетесь, вы не являетесь такой на самом деле. Вот каким-то вот таким образом, вот, не знаю, найти подтверждение, что вы совсем не та, за кого вы себя выдаете. Вот это вот. Вот. При этом вот сплетни, она как-то в этом куда-то пытается вырулить вот, и найти ваши какие-то уязвимые места вот в этом. Опять-таки, знаете, у кого-то вообще история о том, что она пыталась вам даже какие-то советы типа мудрые давать. Из позиции карта собака, друг и сова. Да, а может быть вы, ну не то, что там ее послали в эротический дали, а просто, ну, сделали свои выводы или перестали вообще ее слушать.
Вот тут вот такое. Тут как будто бы она могла себя изначально позиционировать как ваш друг, который дает вам эти советы, а потом она осознала, что вы в этих советах вообще не нуждаетесь. У вас своя жизнь, у вас свои какие-то там побуждения, у вас свои мотивы, мотивы этих поступков. Вот это ее как будто бы выбесило, тоже могло выбесить. Тут вот ей интересно, знаете, еще, как вы справляетесь с какими-то жизненными трудностями, с какими-то испытаниями, как вы выстраиваете свою жизнь. Может быть, с оглядкой на то, что там вы не советуетесь даже с ней, ну, ей интересно, как вы живете без нее, по большому счету, без ее присутствия в вашей жизни. Так, что этот человек уже успел о тебе понять, насколько его картинка далека от реальности. Финансы. Что успел понять? Вот финансы. Ну, тут почему-то на первое место финансы. Ей кажется, что она пытается, понять, что что-то с финансовыми делами у вас не особо, да, может быть, одно время все было хорошо, а потом по карте тут как заморозка. Ну, сейчас, может быть, финансовый какой-то у вас уровень не самый идеальный, лучший, но вы при этом ищете, может быть, тут карта всадники, ключ, пути, как заработать, как приумножить, как улучшить вот ваше состояние финансовое тут в первую очередь почему-то. Кстати, еще она может думать о том, что вы со своими какими-то друзьями, подругами испортили взаимоотношения, и вы с ними то ли вообще не общаетесь, да, у вас какой-то свой круг сейчас общения, то ли вы, знаете, как зазналась, или себе новые какие-то цели поставила, знаете, разошлись пути дорожки, вот она идет своей дорогой. Тут, может, она думает о том, что вы из прошлого какого-то окружения стараетесь мало с кем общаться. Тут вот так вот даже, да. Для вас нет сейчас авторитетов среди друзей. А на самом деле, как на самом деле? На самом деле, отчасти так оно и есть. Вы понимаете, что от многих из этого прошлого окружения, так называемых друзей, очень часто трудно даже отделаться, потому что вы даете понять, ни время, ни место, мне не интересно, допустим, общаться, а эти люди все равно появляются на вашем пороге, как привидения. Но по большому счету, далека ли картинка от реальности? Ну, знаете, 50 на 50. Тут, скорее всего, некоторым из прошлого вы действительно будете рады. Но в отношении нее вы тут точно как будто бы уже для себя сделали вывод, нет, надо держаться подальше, это больше неприятности от этого человека. Но она почему-то вот это думает, что это ваше отношение ко всем из прошлого, вот, друзьям. То есть не только в отношении нее, как будто бы в отношении многих. Как будто бы вы выбрали там свою дорогу другую, и все, и поставили крест на прошлом. Вот так вот, как будто бы пытаетесь даже где-то осознанно не возвращаться в это прошлое. Как будто бы у вас рождается как другая личность, и вы хотите изменить свою жизнь. Ну, так вот, что-то такое. Так, скрытая угроза. Может ли это наблюдение перерасти в открытый конфликт или вред? Ну, мне идет, вы пока можете держать нейтралитет, вы как-то довольно-таки гармонично, по-доброму можете, знаете, держать ее на вытянутую ручку. При этом
При этом даже вас предупреждают, не стоит ей давать какую-то новую информацию о себе, не нужно. Она ухватится за эту новую информацию и постарается к вам ближе, как вам сказать, подобраться, да. При этом карта подсолнух, она довольно-таки человек легко приспосабливаемый. Она найдет к вам нужный подход, нужные слова, и это все будет так, знаете, погранично. Это не будет выглядеть слишком назойливо, но при этом это отнимет ваше время. И в будущем, вот даже вот вы можете, знаете, это как какое-то мимолетное попустительство с вашей стороны, да, вы подумаете, ну что тут такого, ну ничего страшного, там я поговорю с ней 5 минут, да, или там она вам названивает, вы там не берете трубку, потом думаете, ну надо же как-то перезвонить. С другой стороны, зачем, если вам это не нужно, если вы знаете, что от этого человека ничего хорошего не ждать, не нужно ждать, то вам говорят, вот это ваше мимолетное попустительство, вот где-то может быть какая-то уступка, да, с вашей стороны, то говорят, в будущем это может сыграть ей на руку, не вам. Почему-то так. Причем в открытый какой-то конфликт это не перерастет, а вред, тут карта затмения, черная вдова, это о чем? Опять-таки, человек может опять как протоптать к вам дорожку, а вы уже много туда сил, энергии вложили в то, чтобы держать ее на расстоянии, чтобы с ней не сближаться. А тут какое-то одно ваше слово, одни ваши какие-то тут новости, то, чем вы поделитесь, это как бы даст ей зеленый свет. И она опять к вам может тут, как по карте собака, работа, тут может начать обращаться к вам тут по каким-то рабочим моментам, вопросам, тут помощь, такое что-то. Ну и дальше как будто бы вы будете думать, нафига я опять этот ящик Пандоры открыла. Тут какая-то муть, как будто бы вот эти какие-то двойные стандарты. Тут общаешься с ней и понимаешь, человек преследует какие-то странные свои цели. Нафига оно мне надо? Искренности нет в этом всем. Но у нее, скажем так, проблемы в семейной жизни, в личной жизни, в взаимоотношениях. Ей очень хотелось бы узнать, как у вас складывается, насколько вы счастливы, насколько вы реализованы в чем-либо. Тут как будто бы вот такое любопытство. Эта женщина всегда вас, себя сравнивала с вами, да, вот тут вот так. Мне идет. Твое действие, которое заставит потерять интерес, оставит тебя в покое. Опять зеркало, гармония, ведьма ведающая, соперник. Интересно. Но тут мне показано не поддаваться ни на какие провокации. Знаете, правильной дорогой идете, товарищи, выбрали свой путь, идите. Понятно, она, зная ваши какие-то из прошлого, не то что там уязвимые места, но вас, зная хорошо, вот как может с детства, с юности, она может как взывать к тем воспоминаниям из прошлого, к вам той прежней. Вы поняли, да? Делать акцент на этом. Типа, давай вспомним, как все было когда-то, вот эти вот все воспоминания. Но, говорят, вам нет смысла в этом все погружаться, вообще нет смысла. Карта гармония, вам нужно переходить на другой уровень. Вы уже созрели давным-давно. Карта ведьма ведающая, применяйте эти же знания, тут своего рода противодействие этим манипуляциям. Это же манипуляция с ее стороны. Она в открытую не говорит, чего она хочет. Тут просто желание где-то, опять-таки, подсмотреть, узнать, самоутвердиться, вот такое. Опять, почему-то мне тут говорят, поменьше про мужчин каких-то говорите, общайтесь. Вот. Тут какая-то информация, которая ее интересует по поводу тут даже одного мужчины, даже нескольких, может как разговор заходить.
Как будто бы, если вы не будете давать информации по поводу этих мужчин, у нее рано или поздно интерес, ну, снизится, скажем так. Она действительно может потерять интерес и оставить вас в покое. Да, смотрите, держите рот на замке. Даже если вы знаете какую-то информацию о мужчинах, тут двое мужчин, и они почему-то интересуют, молчите, не давайте никакой информации. Угу. Да, ее интересует какой-то мужчина, причем этот мужчина может быть не свободен. Вот уж не знаю почему. Вполне возможно, он ее интересует еще, ну, заинтересовал именно как мужчина. Ну, может быть, ей кажется, что вы можете что-то рассказать о нем, дать какую-то нужную информацию. Ну, вас призывают, молчи. Это будет чревато, не нужно. Опять-таки открывать этот ящик Пандоры. И совет психологов: изучение вашей жизни под микроскопом — это попытка найти у вас какой-то изъян, чтобы оправдать свои неудачи. Психологически этот хейтер, да, наблюдатель, хочет доказать тебе, что ты обычная, чтобы ты перестала чувствовать себя на высоте. Хочет доказать этот наблюдатель, что ты обычная, чтобы он перестал чувствовать свою слабость. То есть она действительно чувствует какую-то свою, ну не знаю, слабость. Она чувствует себя уязвимой рядом с вами. Но при этом ей очень важно доказать и вам, и себе, что она в чем-то сильнее, лучше. Спокойно ей не живется, да. И мой совет: не давайте этим людям, этой женщине, лишней информации. Пусть изучают фасад, пока вы строите свою внутреннюю империю. Ваша недосягаемость — это их главный барьер этой женщине. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.